Привет! Это Технозон. На фоне того, как, откровенно говоря, обгадилась Xiaomi с выпуском обновления Android TV 8 для Xiaomi Mi Box 3, многие компании решили воспользоваться этим, обновили свои устройства, улучшили и, откровенно говоря, может быть даже и обогнали. Да, может быть, даже во всем. Перед тем, как говорить, что это неправда, я советую вам посмотреть мое видео об Android TV 8 на Xiaomi Mi Box 3, а главное, почитать комментарий над ним. Ссылочку на видео вы видите вверху экрана. Люди получили ужасно большое количество лагов, а в частности, у них не работал нормально голосовой поиск. У них пропадает звук, не включается приставка, она засыпает и не выходит из сна. А самое главное, это отсутствие возможности получать доступ к флешкам и жестким дискам из сторонних приложений. Например, посмотреть фильм в коде. Я, конечно же, умолчал о проблемах Xiaomi Mi Box 3 с Wi-Fi 2,4 ГГц, когда он отваливается каждые 5 минут. Опс. Я не умолчал. И получается такая чехарда. Все недавно просто ненавидели Android TV 6 и кричали: плиточная оболочка, это вообще отстой, это надо выкинуть, это надо удалить, это надо убить. И я слышал очень много хайпа по этому поводу. Но увидев Android TV 8, люди потянулись к Android TV 6 и начали кричать: ребята, откатите нас обратно, там было просто все идеально. Но, к сожалению, такой возможности уже нет. И получается, на сегодняшний день с оболочкой Android TV 6 не так уж и много устройств. Я снимал видео про убийцу Xiaomi Mi Box 3, ссылочку вы можете увидеть вверху экрана. Но, к сожалению, он имел преимущество всего лишь в нескольких характеристиках. А вот многие мне пишут, что им хочется устройства, чтобы совсем впереди, и чтобы с плиточным интерфейсом Android TV 6 и с голосовым поиском, да при этом без донгла, который занимал один порт USB. Я долго думал, что же это за устройство. Я порылся у нас на складе, и я его нашел. M8s Pro L. Стоп. Не стоит выключать, не надо кричать. Мы видели кучу обзоров на M8s Pro L. Это M8s Pro L 3 на 32, то есть здесь 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта хранилища. Мы здесь имеем 8-ядерный процессор S912 iMlogic, а здесь был 4-ядерный S905. А еще здесь есть такое дистанционное управление с голосовым интерфейсом, которое не заберет ваши порты USB, так как оно тоже является Bluetooth. В принципе, если сравнить два этих дистанционных управления, они абсолютно одинаковые, только в этой дистанционочке от Micool M8s Pro L есть еще дополнительная кнопочка. Кстати, далее в видео вы посмотрите, насколько лучше работает голосовой поиск, чем на Xiaomi Mi Box сейчас. А еще я хочу вам сказать, что наши обзоры стали возможны благодаря интернет-магазину smarttvbox.com.ua. smarttvbox.com.ua — это отличные цены, хорошее качество и очень широкий ассортимент Smart TV боксов, приставок и все, что с ними связано. Я предлагаю все это распаковать, посмотреть, что внутри, включить, посмотреть на интерфейс, как он включается, как настраивается. Это все будет очень бегло. Так что я заранее скажу, что это король платформы Android TV. А вот вы, посмотрев по резюме, скажете, прав я или нет. Поехали. Вот распаковочка нашего девайса. Сразу перевернем, посмотрим на маркировку коробки. Написано M8s Pro L, 8 ядер процессор, 3 гигабайта памяти, 32 гигабайта хранилища. Поддержка 4К 60 кадров в секунду, поддержка HDR и поддержка кодеков H265. Это к вопросу сравнения Xiaomi Mi Box и данной приставки. Есть поддержка HDR, это то, что мне подписчики писали, что в M8s нет такой функции, как HDR. В общем, поехали. Внутри у нас коробочка, стандартно упакована в очень приятный пакетик. Выглядит она вот так вот. Сзади у нас есть аудио-видео выход, есть LAN, есть HDMI, и стандартное гнездо питания. Также у нас есть два USB порта, USB 2.0 и карт-ридер. У нас здесь достаточно много прорезей для отвода тепла. В общем, приставочка достаточно симпатичная, легкая. Также у нас в коробочке есть инструкции. Ух ты! У нас даже есть инструкция к голосовому пульту, вернее к пульту с голосовым управлением. Интересно. Такой раньше не было. И здесь вообще ни о чем. Внутри у нас стандартный кабель HDMI, есть зарядочка. Зарядочка 5 вольт 2 ампера, я так понимаю. Так,
5 вольт 2 ампера. Стандартная зарядка. Хорошо. И сам пульт дистанционного управления. Ух ты, он симпатичный. Батарея, как всегда, нет, но вот есть пульт от Xiaomi Mi Box 3. Называется «Найди 10 отличий». Но здесь вот кнопка голосового поиска вынесена сюда. Здесь есть кнопка функций, здесь кнопка голосового поиска здесь. Больше они ничем не отличаются. Габариты у них практически одинаковые. По весу примерно то же самое. Самое интересное, что данный пульт является тоже, скорее всего, Bluetooth. Да, он Bluetooth, потому что нет нигде ни донгла, ничего для подключения. Что ж, предлагаю подключить и посмотреть, что же это за чудо. Самое интересное, что данное устройство настраивается очень элементарно. Для этого нам понадобится смартфон, само собой его пульт, и все. Мы видим сообщение о первом запуске. Ура! Мы увидели окошечко, и мы видим, как же все-таки необходимо подключить данный пульт. Мы зажимаем просто кнопку ОК и нажимаем громкость вниз. Все, мы видим, что все произошло отлично, все законнектилось. Выбираем наш язык, мы нажимаем здесь «Далее», заходим на телефоне, просто говорим «ОК, Google, настройки устройства». И у нас появляется вот такое вот диалоговое меню. Нажимаем «Далее», и он начинает поиск устройства. Все, мы увидели наше устройство, нажимаем на него. Все, мы увидели одинаковые коды на экране смартфона и на вашем устройстве. Понимаем, что он подключился к тому устройству, нажимаем «Далее». Сразу же на смартфоне выбираем сеть. Данная приставка поддерживает 5 ГГц. Выбираем обязательно аккаунт. И нажимаем «Копировать». Все ваши данные аккаунта окажутся прямо сейчас в данной приставке. Подключаем дистанционное управление. Все данные о сети были скопированы. Настройка завершена. Все, наша настройка завершена буквально в 3 или 4 клика по экрану смартфона. Все, предлагаю переключиться на нормальное видео и продолжить. И вот, наконец-то все включилось, все настроено. Мы видим сразу, что мы подключены к Wi-Fi. Давайте посмотрим на настройку аккаунта. Так, сразу видим, что наш аккаунт есть. Мы видим, что подключено наше дистанционное управление. Кстати, оно работает не только как Bluetooth. Если нам не важен голосовой поиск, мы можем отключить Bluetooth. Оно будет работать только в инфракрасном режиме. Но оно не будет работать, оно будет работать без голосового поиска. Поехали, посмотрим сразу же об устройстве. M8S Pro L, Android 7.1.2, то есть фактически это оболочка Android TV 6, накачанная на Android 7.1.2. Посмотрим разрешение, которое поддерживает данная приставка. Как мы видим, приставка поддерживает всевозможные разрешения от 4К до, сейчас посмотрим, до 480p, при этом с разными частотами работы. Зайдем в хранилище и посмотрим, сколько нам доступно из коробки. Из коробки нам доступно 25 гигабайт, что в принципе очень-очень круто. По сравнению с тем же Xiaomi Mi Box 3 нам доступно 4 с чем-то, ну вы же понимаете. Очень радует поддержка Bluetooth, потому что мы сможем подключить вот такой вот джойстик для того, чтобы поиграть на этой приставке. Все, мы увидели, геймпад наш подключен, проверяем, все, он работает, то есть у вас меню должно реагировать на этот геймпад. Все, отлично, мы сможем установить пару игр и поиграть. Мы видим сразу появившееся предложение от YouTube в верхней строке. Мы видим сразу из коробки установленный YouTube, Google Play фильмы, Google Play Store. Google Play Store у нас здесь обрезанный. Для того, чтобы установить всевозможные из простого Play Market игры или приложения, нам необходимо будет использовать либо Aptoide TV, который здесь должен быть. Да, он есть. Вот, пожалуйста, здесь есть очень большое количество игр, приложений и всего остального. Но вы также можете установить и сторонние приложения, используя флешку. Поэтому здесь никаких ограничений, в отличие от Xiaomi Mi Box 3, нет. Давайте попробуем здесь какую-нибудь игру установить. Давайте поставим Hungry Shark.
Еще предлагаю поставить Beach Buggy Racing, наш любимый. Очень хорошо показывает, насколько приставка работает хорошо с джойстиком. А пока устанавливается наше приложение, предлагаю посмотреть, что есть у нас здесь из коробочки, кроме того, что мы начали устанавливать. Файл-браузер, очень удобная штука, она стандартная, ничего здесь примечательного нет. YouTube Kids работает не во всех странах, сразу предупреждаю. Netflix, достаточно спорная штука, потому что в моей стране он не работает, вернее, у него есть, может подписаться можно, но все с субтитрами, без поддержки родного языка. ТВ-центр, это самый обыкновенный Коди, что очень-очень радует. У нас из коробочки есть также MX Player, тоже абсолютно стандартный, и устанавливаться на нем особо не стоит. Есть отдельно у нас AirPin Pro. Aptoide TV я уже сказал. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь в аппликациях есть. Есть поддержка Miracast. В принципе, это очень-очень хорошо, потому что вот, пожалуйста, работает наш Miracast. К тому же я хочу обратить внимание, что все-таки есть и поддержка обыкновенного пульта Android TV для смартфона. Это очень тоже удобно. То есть вы можете и отсюда делать голосовой поиск. Кстати, голосовой поиск. Давайте же все-таки проверим, как на нашем пульте работает голосовой поиск. Найди мне интересные книги. Ух ты, работает очень круто. Получше, чем на Xiaomi Mi Box 3 после обновления на Android 8, на Android TV 8. Самый лучший фильм. Самый лучший фильм. Блин, круто. Реально работает. Погода. 29 градусов и малооблачно. Сегодня переменная облачность от 19 до 29 градусов. У него круто, у него поиск работает как в Android TV 8, а по сути с оболочкой Android TV 6, которая лишена всех проблем Android TV 8. Вообще идеально на самом-то деле. Кстати, сразу система iMlogic 8 ядер. Так, центральный процессор 8 ядер, да, все так, как и есть. Также интересно, что у нас с браузерами. В Aptoide TV у нас есть и Opera браузер, и Opera Mini, и Puffin TV, и Web Android for TV, а есть еще результаты без фильтров. Можно установить Dolphin браузер, Ace браузер, UC браузер. В общем, с браузерами здесь вообще тоже проблем нет. Давайте попробуем поставить веб-браузер for Android TV. Веб-браузер для Android TV установлен. Интересно, как он работает. Мы используем клавиатуру телефона. И пишем. Это все очень-очень хорошо работает на самом деле. Да, мы можем просматривать сайты. Я на браузерах особо останавливаться не буду, потому что они вообще все здесь работают. Я так понимаю, что можно и Chrome установить, если использовать приложение из внешних источников. Вообще, я вам скажу, очень все круто работает. Я не буду останавливаться на IPTV, они действительно работают. У нас единственный вопрос, который меня волнует, это Migogo, потому что для меня это эталон интеграции в Android TV оболочку. Migogo. Так, вышли в главное меню. Кстати, хочу обратить внимание, для того, чтобы войти в менеджер приложений запущенных, мы нажимаем просто на кнопку «Домой», зажимаем. И вот они, наши приложения, мы их просто закрываем. А нам их позакрывать нужно, потому что уже достаточно много приложений у нас здесь висит. Проверяем наш джойстик, работает ли он. Работает. Ох ты ж, как это хорошо работает. Вообще нет ни лагов, ни тормозов. Вообще отлично. Все, это просто впечатляет. На самом деле никаких вообще вопросов и проблем нет. Вот мы видим, как джойстиком нужно пользоваться в этой игре. Нажимаем вперед. О, это работает. Ай, меня сразу жрут. Куда-то меня закинуло. Какое-то Северное море.
вообще работает классно на самом деле. Все, на самом деле долго на играх останавливаться не будем, потому что с играми абсолютно все понятно. Онлайн-видео на Megogo TV. Сейчас мы посмотрим, что же у нас. Вот Матильда появилась, кстати. Переходим сразу в Full HD. Я хочу понимать, как оно проигрывает контент на максимальном качестве моего телевизора. И сразу стресс-тест на четверть фильма. Это мгновенное переключение. Работает все просто идеально, без тормозов. Давайте еще один стресс-тестик. Да, отлично, никаких задержек. Давайте посмотрим, как работает онлайн-телевидение. Вот Viasat Explorer у нас заработал вообще отлично. Никаких вопросов нет. Давайте Viasat Nature. Все это переключается абсолютно мгновенно. Очень впечатляет по скорости работы. И последнее, что я хочу проверить, это работу YouTube на Full HD, потому как в Xiaomi Mi Box 3 на Android 8, на Android TV 8 были проблемы, он запинался, пропадал звук. В общем-то, давайте здесь посмотрим, что к чему. Качество у нас автоматически 1080p. Все это работает просто отлично. Давайте перемотаем сразу на... вообще идеально. Класс, оно следует за видео, то есть перемотка следует за видео, это все работает очень круто. У меня никаких вопросов нет. И еще мы подключим жесткий диск, для того, чтобы мы увидели, что есть доступ из сторонних приложений, того, чего нет сейчас у Xiaomi Mi Box 3. Так, мы вставили наш жесткий диск. Давайте зайдем в Kodi. Заходим, и мы видим здесь жесткий диск. К сожалению, у меня там нет никаких фильмов, но доступ мы получили. Это то, чего нельзя сделать сейчас в Xiaomi Mi Box 3 с Android TV 8. Поэтому вот это еще один плюс в коробочку этой приставки. И у меня есть предложение перейти, прорезюмировать видео и все-таки определиться, стоит ли покупать эту приставку на фоне Xiaomi Mi Box 3 с Android TV 8. Такие одинаковые, такие разные. В обоих Android TV, только это с обновлением Android TV 8 и со всеми проблемами, которые это обновление принесло. А эта приставка с оболочкой Android TV 6, которую накатили на Android 7.1.2. Она полностью лишена всех проблем, которые присущи этой приставке. Мало того, она имеет 32 гигабайта против 8 в этой приставке хранилища. Имеет 3 гигабайта оперативной памяти против 2 гигабайтов. Она имеет 2 порта USB. Она имеет LAN. Мы здесь имеем один порт USB, мы имеем LAN сугубо теоретически через какой-то переходник. В принципе, у меня вывод готов. Не знаю, как у вас, но я делаю вот так вот. Она куда-то улетела, бумкнула. Я не знаю, что с ней, но я буду теперь пользоваться только вот такой вот приставочкой. Главное это то, что на нее есть куча различных прошивок. К тому же на нее даже где-то я видел прошивку Ubuntu. Не буду заморачиваться, не буду ставить. Это не есть цель данного видео. В общем, голосовой поиск работает шикарно. YouTube работает шикарно. Список поддерживаемых разрешений вы видели. Здесь есть HDR, так же как есть и в Xiaomi Mi Box 3. И самое главное преимущество на текущий момент съемки этого видео, это то, что сюда можно подключить жесткий диск, да даже и не один. И мало того, получить доступ к этому жесткому диску из приложений, установленных в этой приставке. Чего далеко нельзя сделать сейчас в Xiaomi Mi Box 3, мне очень жаль. И без зазрения совести я могу сказать, что это действительно король Android TV платформы. И мать его, настоящий убийца Xiaomi Mi Box 3. А если вам не нравится мое мнение, вы можете ставить дизлайк. Нравится, вы можете ставить лайк, подписываться на мой канал. С вами был Владимир Крамаренко на канале Технозон. Пока!